Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф. Наводнения, штормы, извержения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах. Давайте посмотрим, что произошло на нашей планете за последние сутки. Мощный циклон принес на Камчатку экстремальные погодные условия. Сильный снегопад и резкое понижение температуры превратили дороги Петропавловска-Камчатского в сплошной каток, что спровоцировало многочисленные аварии по всему городу. В одном из самых крупных происшествий столкнулись сразу 9 легковых автомобилей и автобус. В связи с непогодой и опасной ситуацией на дорогах власти города приняли решение отменить занятия для учеников второй смены в городских школах. Госавтоинспекция Камчатского края настоятельно рекомендовала водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть предельно внимательными на трассах. В Омском районе Омской области, в районе поселка Ростовка, произошло возгорание магистрального газопровода. Чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся огромным столбом пламени, видимым за много километров, обошлось без пострадавших. Инцидент случился во время проведения ремонтных работ на подземном участке газопровода «Отвода». Силами оперативных служб пожар удалось локализовать через несколько часов после возгорания. На месте происшествия незамедлительно начали работу сотрудники МЧС, специалисты газового хозяйства, правоохранительные органы и прокуратура. Для обеспечения населения теплом котельные района были оперативно переведены на резервные газопроводы. Тем не менее, часть промышленных предприятий временно осталась без газоснабжения. По оценкам специалистов, на полное восстановление подачи газа потребуется не менее суток. Прокуратура Омской области и Следственный комитет проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Центральные провинции Вьетнама подверглись удару мощного тропического циклона, который вызвал проливные дожди, масштабные наводнения и оползни. Стихия привела к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 19 получили ранения. Наиболее сложная ситуация сложилась в провинции Куангчи, где резкий подъем уровня воды в реках привел к затоплению около 1400 жилых домов. Власти были вынуждены организовать пункты эвакуации и обеспечить пострадавших жителей продуктами питания и медикаментами. Серьезный ущерб нанесен и провинции Кханьхуа, где проливные дожди спровоцировали серию крупных оползней. На стратегическом перевале Кханьле один из оползней накрыл несколько транспортных средств, полностью заблокировав движение. Повреждены и разрушены дороги и мосты, нарушено электро- и водоснабжение в ряде районов. Затоплено более 7 тысяч гектаров рисовых полей, что грозит значительными экономическими потерями для фермерских хозяйств региона. Власти продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия, призывая жителей к максимальной осторожности из-за сохраняющихся рисков новых оползней и наводнений. Город Саппоро на северном японском острове Хоккайдо столкнулся с сильным снегопадом. Уровень снежного покрова в некоторых районах достиг отметок, характерных для середины зимы, что является нетипичным для этого времени года. В некоторых районах Хоккайдо за короткий период выпало до 50 сантиметров снега. Из-за непогоды были отменены десятки внутренних авиарейсов, а также нарушено движение скоростных поездов и другого наземного транспорта. Около 4000 домов на острове остались без электричества из-за обрывов линий электропередач. Метеорологическое агентство Японии призвало граждан проявлять бдительность в связи с продолжающимися локальными сильными снегопадами, особенно в районах, прилегающих к побережью Японского моря. Водителям настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок без острой необходимости.
Город Комодоро-Ривадавия в провинции Чубут в Аргентине пережил один из самых сильных штормов этого года. Ураганный ветер, порывы которого достигали 150 км в час, заставил власти объявить красный уровень опасности и фактически остановил жизнь в городе. Плотная пыль и почти нулевая видимость сделали передвижение по городу невозможным и крайне опасным. Движение на дорогах ограничивалось исключительно машинами экстренных служб. В особо опасных зонах, например, в районе Эль-Инфернийо, движение периодически перекрывалось из-за риска сдувания автомобилей с проезжей части. Банки, большинство магазинов и учреждений закрылись. Городские больницы и муниципальные службы перешли на дежурный режим для обеспечения экстренной помощи. В нескольких районах произошли перебои с подачей электроэнергии. На Авенида Эстадос Унидос сильный порыв ветра сорвал крышу частного дома. Металлические листы повредили припаркованные автомобили и автобусную остановку. Сейчас стихия отступила, городские службы проводят расчистку улиц и оценку нанесенного ущерба. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Индонезийский вулкан Семеру, расположенный на острове Ява, продолжает активно извергаться. По данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей, вулкан извергался несколько раз за последние сутки. Утром во вторник столб пепла поднялся на высоту около 4500 метров над уровнем моря. В зоне действия вулкана сохраняется второй уровень вулканической опасности. Центр вулканологии и снижения геологической опасности посоветовал жителям избегать юго-восточной части вулкана, особенно вдоль Бесук-Кабакана, в радиусе 8 километров от вершины. За пределами этого радиуса жителям также настоятельно рекомендуется держаться на расстоянии не менее 500 метров от берегов реки Бесук-Кабакан из-за вероятности возникновения пирокластических потоков и лахаров, которые могут перемещаться на расстояние до 13 километров от вершины. Власти также настоятельно призвали общественность воздержаться от деятельности в радиусе 3 километров от кратера из-за риска выброса раскаленных камней. Третий по численности населения город Польши, Вроцлав, буквально оккупировали крысы. Грызуны, численность которых, по оценкам специалистов, превышает 1 миллион особей, перестали бояться людей и разгуливают прямо под ногами прохожих. Ситуация достигла такого масштаба, что жители города начали иронизировать над ней в интернете. Улица Иглова, расположенная в непосредственной близости от главной рыночной площади, даже получила неофициальное название «Улицы крыс». По словам представителей местной компании по борьбе с вредителями DDD Service, популяция крыс во Вроцлаве огромна, и львиная доля грызунов сосредоточена именно в историческом сердце города. Эксперты связывают нашествие с рядом факторов, включая проблемы с утилизацией мусора и мягкие зимы. Городские власти и санитарные службы пытаются взять ситуацию под контроль и очистить центр Вроцлава от полчищ грызунов, но им пока это слабо удается. Город Авелес в регионе Астурия на севере Испании столкнулся с последствиями сильных осадков, которые привели к локальным наводнениям. Непогода стала частью погодной системы, получившей название «Шторм Клаудия», который принес ливни и сильный ветер на запад Пиренейского полуострова. Хотя центральные районы города избежали критического затопления, в низинных зонах и на окраинах наблюдались наводнения после нескольких дней интенсивных дождей, которые привели к повышению уровня воды в реках и перегрузке ливневых систем. Сообщалось о подтоплениях зданий и отдельных объектов инфраструктуры, а также проблемах в транспортном движении. Службы экстренной помощи до сих пор работают над устранением последствий стихии. Метеорологи сообщают о сохранении в регионе риска новых осадков из-за нестабильной погодной обстановки. В районе населенного пункта Эпуэн в аргентинской провинции Чубут бушует крупный лесной пожар. По последним данным, в зоне Эль-Педригоса огонь охватил уже около 100 гектаров леса и кустарников. Пожар, начавшийся днем 17 ноября, быстро набрал силу из-за сильного ветра с порывами до 80 км в час, который способствует экстремальному распространению огня и появлению вторичных очагов возгорания. В тушении задействованы бригады провинциальной и национальной службы,
служб, а также добровольческие пожарные команды из Эпуэна и Эль-Ойо. Из-за штормового ветра все это время использование авиации для тушения было невозможно. Пожарные сосредоточены на сдерживании огня. Все силы брошены на предотвращение его распространения на жилые районы и туристические комплексы, а также на ценные массивы сосновых и местных лесов на склонах Серро-Пирке. Ущерб от пожара значителен. Информации о пострадавших или полностью уничтоженных домах на данный момент не поступало. Предварительно причиной пожара называют халатность. Южные провинции Таиланда и популярный курортный остров Пхукет столкнулись с сильными наводнениями, вызванными непрекращающимися проливными дождями, которые в регион принес сильный северо-восточный муссон. Сообщение о наводнениях поступает из нескольких туристических зон, включая Патонг, Кату, Ката, Карон и Камала. Вода на некоторых улицах достигает уровня пояса, делая их непроходимыми для небольших транспортных средств. Затопленные дороги привели к серьезным затруднениям движения транспорта. Власти призвали жителей и туристов по возможности оставаться дома и не выезжать без необходимости, особенно в низинных и подверженных риску районах. Департамент метеорологии Таиланда выпустил предупреждение о продолжении сильных дождей в южных районах до 23 ноября, что серьезно осложнит и так катастрофическую обстановку в регионе. Власти острова и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, координируя усилия по устранению последствий наводнения и оказанию помощи пострадавшим районам. Жителям особо опасных зон было рекомендовано переместить ценные вещи и транспортные средства на возвышенности. Муниципалитет Самайпата в боливийском департаменте Санта-Крус пережил катастрофические наводнения и оползни, вызванные многочасовыми проливными дождями. Сильнее всего пострадало сообщество Ачера, которое оказалось полностью изолированным после того, как вышедшая из берегов река Ачера и сошедший склон обрушились на поселение. Мощный грязевой поток разрушил жилые дома, мосты и участки дорог, смыл несколько автомобилей. Часть поселения погребена под слоями грязи и обломков. Подтверждено исчезновение 6 человек, не менее 5 жителей получили различные травмы. В Ачерах полностью отсутствует электроснабжение, в других районах Самоипаты наблюдаются перебои. В пострадавших районах была проведена эвакуация населения. На место направлены спасатели и тяжелая техника для проведения поисковых работ и расчистки завалов. В связи с критической ситуацией в регионе объявлен красный уровень тревоги. Уровень воды в реке Пирай поднялся почти до 7 метров, что несет угрозу и другим населенным пунктам. Самый активный вулкан Индонезии, Мерапи на острове Ява, продолжает демонстрировать высокую активность. В ночь на 18 ноября был зафиксирован сход раскаленных потоков лавы, которые направились в сторону истоков рек Сат и Бебинг. Также зарегистрирован сход пирокластического потока, который преодолел внушительные 2000 метров. Для Мерапи установлен 3-й уровень опасности из 4 возможных, который предполагает готовность к эвакуации. Жителям и туристам категорически запрещено находиться в опасной зоне, которая простирается от 3 до 7 километров от вершины в зависимости от направления. Власти призывают население проявлять бдительность и немедленно реагировать на экстренные оповещения. Активность Мерапи остается высокой, сохраняется высокая вероятность новых извержений и схода пирокластических потоков. Интенсивные ливни, обрушившиеся на северо-запад Албании, привели к масштабным наводнениям в области Леже. За короткий промежуток времени выпало более 80 мм осадков, что вызвало резкий подъем уровня воды в местных реках и каналах, а также привело к переполнению водохранилищ Ульза и Шкапет, откуда были начаты сбросы воды. В районе Курбин около 50 домов оказались под водой, повреждены 3 моста, что привело к изоляции около 80 семей в деревне Шпертхет. В Курбине из-за обрушения участка дороги также сообщается о перебоях с электроснабжением в некоторых районах и блокировке отдельных дорог. В муниципалитете Леже были эвакуированы около 20 человек, их разместили в общежитии и профессиональной школы. В наиболее пострадавшие районы Курбин и Леже были направлены подразделения албанской армии и полиции. Жителям рекомендовано избегать затопленные районы.
В Минусинске Красноярского края местные жители, прогуливавшиеся у берега реки Енисей, заметили в полынье собаку и оперативно вызвали спасателей. Песик жалостно из последних сил скулил и медленно уходил под воду у кромки льда, как рассказали свидетели происшествия. Самостоятельно выбраться из ледяной воды обессилевшее животное не могло. Спасатели благополучно извлекли напуганного четвероногого из воды и доставили на берег. Он не пострадал, отделался сильным испугом и переохлаждением. В Адриатическом море находится остров, похожий на отпечаток пальца. Это хорватский Бальянак. Эффект отпечатка пальца создают старые каменные стены. Археологи полагают, что в древности эти перегородки были нужны, чтобы разграничить земли или защитить растения от ветра. Хотя сегодня остров уже не обитаем, каменные стены сохранились и с 2018 года находятся под защитой ЮНЕСКО, как часть нематериального культурного наследия человечества. Еще интересный факт: если соединить каменные стены, то их протяженность составит 23 километра, а высотой они по пояс. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.